Всем привет, меня зовут Ируша, я вернулась с отдыха и наконец-таки я снова записываю видео. И по традиции у меня уже на канале я бы хотела поделиться своими мыслями, которые приходили ко мне там. Конечно, я буду говорить об отношениях, о чем я еще могу говорить на своем канале. И сегодня будет глобальная тема, это отказ от отношений и одиночество без отношений. Оно будет касаться больше мужчин, чем женщин, потому что, то, что сейчас творится, вот хорошее слово, которое олицетворяет все безобразие, что сейчас происходит в сфере отношений, семьи, брак, это страшное слово, которое мужчин пугает, и они уже не хотят пускать это все в свою жизнь. Оно, конечно, не добавляет активности в том, чтобы создавать все это. И мужчины проигрывают, они выигрывают ничего в отношениях. Я думаю, что тоже все это многие прекрасно понимают. Я не говорю, что все. Я говорю об общей тенденции, которая сейчас идет. Она встречается, даже уже такие радикальные мнения и у молодых встречаются, которые категоричные, не хотят отношений. То есть общая тенденция понятна. Она непростая, и сегодня у меня такого рода видео есть на канале, но сегодня я бы хотела эту тему развернуть под другим углом и посмотреть с точки зрения того, к чему это все идет. Правильно ли все это, что ждет дальше в будущем с такими настроениями людей? Нормально ли это все? Или немножко сейчас в таком искаженном восприятии мира живем? Потому что вот я сколько живу, чем больше мне годков становится, да, прибавляется, тем больше я понимаю, что я ничего про эту жизнь не понимаю, но мне кажется, все равно каждый придумывает свою какую-то реальность и в ней живет, потому что найти стопроцентную правду в каких-то сферах жизни просто невозможно. В сегодняшнее время я бы хотела охарактеризовать так: это бабло побеждает добро. Вот не очень люблю эту фразу, но она здесь очень к месту, потому что действительно деньги сейчас решают все, и сейчас стремятся, и если у тебя их нет, значит, ты где-то там очень внизу и все остальное, да. Если есть, значит, у тебя все здорово. Но забывается о том, что вообще-то можно ценить какие-то человеческие качества, что это может быть гораздо важнее, когда человек, например, честен, когда у него есть совесть, когда он поступает порядочно. И плюс сейчас заменяется, вот тоже не очень люблю это слово, но нарративом оно, конечно же, сейчас присутствует в жизни людей, это потребительство. Да? Люди тоже замещают, получают удовольствие от того, что вот покупают, и кажется, что у тебя это есть, и тогда ты на коне и счастлив. Сама через это проходила и понимаю на самом деле, что это только такой пшик, который дает, знаете, как есть вот какой-то импульс, когда вот уже провод или кабель, он уже плохо работает, и он чуть-чуть заряда тебе дает, и потом все равно аккумулятор быстро сажается. Вот это вот что-то напоминает. То есть тебе чуть-чуть удовольствие дает, вот этот импульс дает, и потом все, и у тебя снова настроение но это вещь, потому что как может вещь заменить тебе настоящую любовь, к примеру, в жизни, человека в жизни, вот просто даже физически ты ощущаешь там теплоту от человека и энергию его и все остальное, да? У меня на отдыхе произошел такой случай. У меня мужчина, взрослый очень, 60+, где-то 70, он мне, знаете, вот действительно дал почву для размышлений, что называется. Он был такой общительный, причем не только со мной, он был со всеми такой. Он был такой открытый,
он, ну, какая-то невероятная история произошла в том, что я стала задумываться о том, что вот интересно, какой у него жизненный путь был. Может быть, он не всегда такой был. Может быть, он себе потом сказал, что вот я буду более открытым и добрым к людям. Потому что, знаете, вот сейчас тоже такое время, когда люди немножечко сами по себе. Вот я сегодня была на тренировке, и там тренер, она сказала о том, что как бы в шуточной форме, что давайте там лицо попрямее, вот так вот мы должны на улице ходить, потому что, конечно, мы привыкаем ходить вот вниз головой с этими телефонами, вот узкая вот этот экран. И вот этот узкий экран — это как олицетворение того, что люди перестают видеть не все вокруг, да, а вот с утра встают — телефон, ложатся — телефон, в течение дня — телефон. И люди уже настолько как бы привыкли к тому, что перед ними вот этот узкий экран, и уже как бы вот больше внимания уделяется себе, от чего я получу удовольствие, как мне будет хорошо, да, что с этим совсем забывается немножечко о других людях. Я не говорю о том, что люди там должны там, не знаю, на себя там забить абсолютно и думать только о других, но мне кажется, что мир бы стал лучше, если бы мы как раз-таки больше обращали внимание на других людях и больше улыбались друг другу просто элементарно, что, конечно же, не хватает немножечко в нашей стране, в России. Я говорю, у нас это можно по-разному тоже говорить, что это там лицемерие там, и так далее. Но элементарно приятно же видеть, когда тебе улыбается другой человек и когда он по-доброму к тебе настроен. Это один момент, который заставил меня задуматься. На самом деле, я читала какую-то статью о том, сравнивался человек, у которого ничего не было, и у человека, вот современный человек, то есть человек там какого-то там каменного века и современный, да. И чем они отличаются? Тем, что тот человек мог быть более чистым, просто вот чисто по-человечески чистым, потому что не было вот этого засорения. Человеку нужно обязательно что-то приобретать и покупать для того, чтобы быть счастливым. Тем более сейчас время такое, когда идет немножечко такое, скажем так, у нижнего, да, или даже у среднего класса немножечко такой момент выживания тоже происходит, потому что, и цены растут, зарплаты очень медленно растут, да. Поэтому, когда человек начинает выживать, тогда он в меньшей степени начинает думать о других людях. А мне кажется, что наш мир, он так устроен, что как раз-таки вот это добро, оно победит в том случае, если в большей массе, в большом количестве люди будут думать позитивно. Вот это вот большое взаимодействие, они все сами за себя. Здесь можно сказать, что у нас на работе есть коллективы, да, что всегда, когда есть большое количество людей, это всегда, так мир наш устроен, что мы работаем в коллективе, мы взаимодействуем, мы выходим на улицу, там люди, везде люди. Поэтому общая тенденция такая, что только направлена на то, чтобы получать удовольствие. Это к чему? К тому, что вот мне мужчины пишут: я купил машину, я купил дом, я это купил. Неужели вот в этом счастье? Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что, на мой личный взгляд, все равно в нашей жизни любовь — это самое главное. Вот ничего главнее любви близких людей рядом, но это лично мое субъективное мнение. Ничего больше не может быть. Еще хотела поделиться наблюдением своим. Видела, как общаются
арабский мужчина, и как общается один из представителей нашей страны. А арабский мужчина был спокоен, он был очень выдержан с ребенком. Что бы ни случилось, вот сколько я в ресторане их видела, в бассейне, на пляже, это всегда спокойствие, выдержка и всегда улыбка и очень много взаимодействия с ребенком, очень много внимания ему. И тут на контрасте, причем это все произошло в одном месте, в бассейне, прям вот они рядышком были в один момент. И тут я слышу: ты куда лезешь? Ты что хочешь вообще от меня сейчас? Я тебе сказала, мы сегодня никуда не пойдем. Перестань рыдать. И вот это... Вот я думаю, ну а что ты потом хочешь от своего ребенка? Ну он же потом тоже дерганый вырастет, если ты так с ним по-солдатски воспитываешь. Девочка причем была. Но это я к чему хочу сказать? Это я к тому, что у каждого свои методы, конечно, воспитания. Но когда я вижу, когда мужчина, дети, конечно, они могут вывести на отдыхе, вообще вывести, дети, конечно, они могут вывести, безусловно, но тем не менее, вот это вот правильное воспитание, вообще очень много же тоже от нас зависит. Вот когда вот говорят, вот мне не повезло с семьей, или мне там вот все такие плохие вокруг, а я один хороший. Но такое же тоже не может быть на самом деле. Мы каждый, да, в чем-то можем ошибаться. На это и жизнь, это называется жизнь. Мы каждый совершаем какие-то, может быть, там ошибки, не ошибки, да, но не всегда мы верно поступаем, и это нормально тоже. Поэтому я все равно считаю, что любовь, семья, близкие — это самое-самое главное в нашей жизни. А все эти вещи или что-то там, вот это вот, что-то купить, это такая ерунда по сравнению... Это просто ощущается, когда у тебя этого нету. Ты это будешь очень сильно ощущать, когда ты уже, знаете, прожил, и когда ты все это прочувствовал. Ну, особенно молодым ты все равно это не чувствуешь. А потом, особенно с возрастом, мужчины чуть постарше уже, все равно кто-то и пишет, и говорит, и делится о том, что мне бы хотелось встретить любимую женщину, и чтобы была семья. Поэтому все не так однозначно, и я, как обычно, за то, чтобы была любовь между людьми, создавались пары. И, конечно, чтобы это были хорошие пары, чтобы люди уважали друг друга в отношениях и очень ценили друг друга, и очень тепло друг к другу относились, заботились. И, в общем, всем желаю любви. Спасибо большое за внимание. И увидимся уже скоро. Пока.